Здравствуйте. В одном из комментариев под своим роликом я прочитал следующее. А как же сделать так, чтобы меня не ругали? Я ответил, что вопрос-то поставлен неправильно. Ругали – это отношение других людей. Вы можете изменить это отношение? Вряд ли. Может быть, вопрос поставить так, а как сделать, чтобы меня не волновало, что меня ругают? Но если я вам скажу, это все ерунда, не обращайте внимания, вам поможет? Да ни в коем случае. Но если бы вы могли это сделать, то вам не нужны были бы советы окружающих, психологов, меня. Не обращайте внимания. Да вы не можете не обращать. Для вас это имеет значение, это ваша реальность. И вы всячески стараетесь вести себя так, чтобы вас не ругали. А почему? Какая вам разница? Почему вы себя так ведете? Это канал «Аппаратная психотерапия» и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже больше четверти века я занимаюсь математическим моделированием нервной системы. И на этом канале я рассказываю о практическом, прикладном значении данной модели. Почему мы себя так ведем? Почему мы решили, что наше поведение не должно вызывать какое-то осуждение окружающих? А почему они окружают? Почему все это происходит? Да потому что так работает наша нервная система. По нашим нервным волокнам протекает только электрический ток. Никакие картинки, звуки, запахи, мнения окружающих там не протекает. Только электрический ток. И соединение между нервными волокнами, так называемые образование синаптической передачи, образует огромный рефлекторный конгломерат, рефлекторный комплекс, который мы называем своим опытом, своими знаниями. И в этом комплексе сфотографировано, сканировано какой-то участок, отрезок времени нашей жизни. Там есть все, что мы в этот момент видели, слышали, обоняли, какие эмоции мы при этом испытывали. А что такое эмоции? Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше тока поступает, тем лучше наши эмоции, тем более мы счастливы, тем более мы энергичны. Чем меньше его поступает, тем хуже мы себя чувствуем, тем ближе мы к апатии. Все остальные эмоции находятся вот между этими двумя точками. И как это можно соотнести с тем, что я сказал, не обращать внимания? Вот этот рефлекторный комплекс, он срабатывает на какие-то триггеры, пусковые механизмы. Вас поругали, у вас сработал этот рефлекторный комплекс. И сигнал пошел именно вот так. И сколько вам не говори, что не надо обращать внимание, что надо думать о другом. Нет, вы будете думать именно так, потому что вот данный рефлекторный комплекс, данный микропроцессор запрограммирован именно на такую реакцию. А почему он так запрограммирован? Да потому что для того, чтобы он сформировался, ему нужна энергия. А за подачу, за генерирование энергии в нашем организме отвечает только одна структура – рецептор. Рецепторы – это микрогенераторы, которые превращают все виды окружающей нас энергии в электрический сигнал. И рецепторы можно грубо очень разделить на две большие категории – внешние и внутренние. Внешние – это те, что получают энергию для преобразования из внешнего мира. Это энергия Солнца, Земли, воды, воздуха. И внутренние рецепторы – это те рецепторы, которые нам сообщают об изменениях физического и химического состава нашего организма. А резкое изменение химического или физического состава нашего организма мы воспринимаем как боль. То есть, если сказать очень грубо, то энергию для работы нашей нервной системы мы берем либо от окружающего нас мира, либо от боли. Все, других источников не существует. И именно вот это и определяет, как мы себя ведем. Мы стараемся в своей жизни получить удовольствие, больше энергии и при этом избежать боли. А почему избежать? Это же тоже энергия.
Электричество, в общем-то, все равно, как оно получено, с помощью там сгорания торфа или атомной энергии. А разница есть. Потому что коэффициент полезного действия внутренних рецепторов очень низок. Внешние рецепторы, они просто вот получают всю энергию, которую они могут получить, и перерабатывают ее. И все. Внутренние же, для того, чтобы изменился вот этот физико-химический состав, он же изменяется не просто так. Мы должны его изменить. Мы должны приложить туда энергию. А при зарядке любого аккумулятора на его зарядку тратится гораздо больше энергии, чем он способен дать. Мы создаем себе патологический участок боли, очаг, для того, чтобы в какой-то момент получить оттуда энергию. Мы туда тратим энергию. Мы устаем. То есть мы вместо того, чтобы просто вот насытиться, наслаждаться получаемой энергией, мы должны постоянно ее тратить. И как результат мы получаем усталость. Именно поэтому мы не хотим испытывать боли. А не потому, что это больно. Нет. Заметьте, что существуют люди, которые получают удовольствие от боли. Но нет у них другого способа получить энергию. И боль для них является единственным вариантом. И они действительно получают от этого удовольствие. Они получают от этого энергию. Но это истощение, я уже сказал. И основное количество людей все-таки не приемлют боль как источник. Хотя это альтернативный источник, и никуда мы не денемся. Все наши хронические заболевания, по сути, это имеют именно такой механизм возникновения, формирования. Это наш источник энергии. Плохой, но источник. И когда нам говорят, не обращая внимания на то, что тебя ругают, мы не можем, потому что наш опыт, наш рефлекторный комплекс, наш микропроцессор на этот триггер срабатывает именно данным результатом. И какой вид энергии был при формировании этого микропроцессора, тот и будет при его работе. И если ругань в вашем жизненном опыте была болью, то и каждый раз, когда вас ругают, вы будете испытывать боль. И чтобы не испытывать боль, вы стараетесь ее избежать. Каким образом? Ну, можно уничтожить источник ругани. Ну, это уже уголовка. Можно от него сбежать. Ну, по сути, вот это и есть проблема отцов и детей. А можно делать так, чтобы тебя не ругали. Стараться. Из шкуры вылезать, но лишь бы тебя не ругали. Но часто это не срабатывает, потому что, что бы ты ни делал, человек, который ругает, у него другой рефлекторный комплекс, который говорит, что нужно ругать. И все, круг замкнулся. Я предлагаю вам использовать другой путь. Четвертый. Это метод аппаратной психотерапии. Попробуйте. Почему попробуйте? Потому что в течение 5 дней после регистрации вы получаете бесплатно. Для того, чтобы проверить, что это работает. Метод аппаратной психотерапии – это метод физиотерапии. И его задача – восстановить нормальные рефлекторные пути. Восстановить нормальную проводимость нервных путей. Для того, чтобы энергии внешних рецепторов было достаточно. Чтобы энергия боли вам стала не нужна. И тогда, в этом случае, все триггеры, которые приносили вам боль, они не приносят. Потому что ваши рефлекторные комплексы начинают работать уже не на боли. Как минимум, вам эта ругань становится безразлична. Как максимум, она вызывает у вас просто смех, улыбку. Как это делается? Да очень просто. Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Все остальное аппаратная психотерапия делает сама. Она убирает боль. Она восстанавливает проводимость, делает боль ненужной. И как следствие у вас появляется огромный запас энергии, энергичности. Ваше настроение будет улучшаться. Да, это не будет вот так, оп, и все, я стал здоровый и счастливый. Нет. Для того, чтобы вы
впервые почувствовали, как вы себя будете чувствовать в дальнейшем, ну, где-то 3-4 часа нужно. Вы впервые испытаете состояние эйфории, восторга. Я называю это состоянием инсайта, озарения. Вдруг в какой-то миг ваше настроение становится великолепным. Ваше зрение улучшается, у вас слух обостряется. Это значит, что в этот момент в данном рефлекторном комплексе боль больше не участвует как источник энергии. Вообще. Вы о ней можете вспомнить, но просто как о событии. Вы не вспомните самой боли. Для того, чтобы убрать огромное количество болей, которые вы накопили за свою жизнь, тут, конечно, потребуется время. Более подробно о том, как работает наша нервная система, вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки будут даны в описании. Проходите сеансы аппаратной психотерапии. Убирайте из своего организма боль, дискомфорт. И только в этом случае у вас получится избавиться от чужого мнения. Когда вас будут ругать, вы перестанете на это испытывать дискомфорт. Вы перестанете испытывать боль. Ваша жизнь станет полноценной, энергичной и более счастливой. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте свободны от чужого мнения.